Бананы – самые популярные фрукты в мире. Их покупают больше, чем яблоки, апельсины и лимоны. Наверное, в мире нет ни одного человека, который не пробовал этот сладкий ароматный плод, который можно купить практически в каждом магазине во всех странах мира. Родина бананов находится в Новой Гвинее, откуда они постепенно распространились на всей территории Юго-Восточной Азии, а немного позже в Индии, Китае, на Ближнем Востоке, Восточной Африке и на островах Океании. В Южную Америку банан попал с португальскими колонистами в 16 веке, которые завезли это растение в Бразилию. В промышленных масштабах это растение стали выращивать во второй половине 19 века. Особенно сильно на массовое культивирование повлияло изобретение железных дорог и холодильных установок, которые помогали быстро доставлять свежие фрукты в те области, где не росли бананы. Это помогло удешевить продукт и сделать его более популярным. Особенно много плантаций в начале 20 века появилось в странах Центральной и Южной Америки, откуда шел основной экспорт бананов в другие страны. До 60-х годов 20 века основным сортом, который массово выращивали на экспорт, был Гро Мишель. Однако грибок, который больше известен как панамская болезнь, поразил все плантации этого сорта и уничтожил большую часть растений. Из-за этого Гро Мишель перестали выращивать в промышленных масштабах. Сорт сохранился, но культивируется в незначительном количестве в местах, куда не достала панамская болезнь. Кстати, интересный факт. Практически все ароматизаторы с банановым вкусом, которые используются для сладостей, йогуртов, жевательной резинки и прочих продуктов, сделаны на основе сорта Гро Мишель, еще до того, как его выкосила инфекция. Такой привет из прошлого. На данный момент 99% бананов, идущих на экспорт, составляет сорт Кавендиш, который оказался чуть более устойчивым к болезням. Однако и этот сорт тоже находится под угрозой исчезновения от грибка, потому что все растения этого сорта являются клонами одного растения, которое не мутирует и не вырабатывает иммунитет к новым болезням. Растения размножают только вегетативным способом – черенками или отростками. В плодах этого сорта бананов нет семян, из которых можно вырастить новые. От них остались только крошечные черные пятнышки. Поэтому ученые пытаются создать новый сорт, который в случае вымирания Кавендиша может заменить его на плантациях. Кроме сортов Кавендиш и карликовый Кавендиш, которые можно найти на полках магазинов, существует еще несколько сотен сортов бананов, которые распространены в основном в странах Юго-Восточной Азии. Они различаются цветом и размерами. Существуют бананы зеленые в полоску, красные, розовые, даже голубые. Нет, не такие, как на фото, а вот такие. Голубоватый цвет этих бананов проявляется только тогда, когда они незрелые. Спелые бананы сорта голубая ява приобретают привычный нам желтый цвет. Есть и бананы огромных размеров, которые, к сожалению, можно попробовать только в странах произрастания. Тонкая кожура не позволяет транспортировать такие плоды в промышленных масштабах. Также в тропических странах популярны бананы, так называемые плантаны, которые можно есть только после термической обработки, то есть их едят только жареными или вареными в составе различных блюд. Это совсем не те сорта, что идут на экспорт. А дикие бананы изнутри выглядят так, они полны твердых семян. Зачастую это несъедобные или не такие аппетитные плоды, как те, что растут на плантациях. Бананы также различаются по высоте в зависимости от сорта и условий выращивания. Большинство из них имеет высоту около 5 метров. Карликовые бананы вырастают до 3 метров, а сорт Гро Мишель до 7 метров и выше. На данный момент их выращивают в 135 странах. Крупнейшие производители бананов в мире – это Индия и Китай, на долю которых приходится около трети от общего объема производства. Однако почти все, что выращивается в Индии и Китае, потребляется внутри страны. Самые крупные экспортеры бананов – это Эквадор, Бразилия и Филиппины. А теперь посмотрим, как выращивают бананы. Большая часть импортируемых по всему миру бананов выращивается в Центральной Америке. Это ферма в Коста-Рике, где созданы идеальные условия для выращивания бананов. Высокая влажность и тропические дожди помогают круглогодичному сбору урожая этих фруктов. Со стороны банан выглядит как дерево с мощным стволом, но на самом деле это травянистое растение, которое почти на 90% состоит из воды. Внутренняя структура ствола банана напоминает лук в разрезе. В центре этого ствола находится точка роста, откуда начинают свое развитие листья и плоды банана. На этом кадре можно видеть, как выглядят бананы в начале своего созревания.
На кончиках миниатюрных плодов находятся небольшие соцветия. Но все начинается с выращивания саженцев банана в специальных питомниках. Материал для будущей рассады берут от здоровых растений, саженцы которых вскоре высаживают на опытном поле с хорошей почвой, постоянным водоснабжением и дренажом. В тропиках в условиях с повышенной влажностью бананы растут довольно быстро, однако все же требуют постоянного ухода для того, чтобы выросли плоды хорошего качества. Правильно подготовленная плантация будет давать стабильный урожай в течение 10 лет. Удивительно наблюдать за тем, как один росток банана со временем может дать несколько урожаев. Первые плоды дает материнское растение, затем развивается дочерний побег, который также плодоносит, а через некоторое время и третий побег вырастает отдельным стволом и дает урожай банана в третий раз. Этот повторяющийся цикл роста дает возможность выращивать бананы без перерыва несколько лет, не высаживая новые растения. Нужда в новых рассадах возникает только в случаях, когда почва уже выработала свой потенциал и нуждается в удобрениях после многолетней эксплуатации. А теперь посмотрим, как собирают урожай и упаковывают бананы. С момента высадки саженца в грунт и до сбора плодов проходит около 3 месяцев. Чтобы узнать точное время сбора урожая, работники плантации проверяют размеры бананов. Плоды собирают 6 дней в неделю. Гроздья с плодами срезаются, пока они еще зеленые, чтобы они могли дойти до своего потребителя в зрелом виде. Для того, чтобы не испортить товарный вид бананов, между плодами помещают защитные коврики, после чего гроздь срезают. Материнское растение после этого вырубается, чтобы дать возможность полноценно расти дочернему ростку, а листья становятся удобрением для следующего поколения бананов. После того, как бананы срезали, работник относит плоды весом почти в 20 кг на специальную канатную дорогу, которой связана вся ферма. С ее помощью бананы транспортируют со всей плантации на линию обработки. Общая протяженность канатных дорог на плантации составляет около 80 километров. Когда бананы поступают на упаковочную станцию, первым делом убираются защитные коврики, которые будут заново использованы при сборе нового урожая. Для контроля качества при приемке каждая партия бананов маркируется информацией о том, когда и кто срезал бананы. После этого плоды промывают хлорированной водой для удаления насекомых и пауков и тщательно проверяют на соответствие стандартам качества. Затем бананы срезают с гроздьев и помещают в бассейн с водой, чтобы тщательно промыть и удалить избыток латекса, естественный для этих плодов. Пластиковые пакеты и стебли отправляются на переработку, а бананы на дальнейшую обработку. На следующем этапе бананы разделяют на кисти по 5 и 7 плодов на каждом, после чего отправляются обратно в бассейн. Затем бананы взвешивают и отправляют дальше, где обретают наклейки производителя. Место среза на кистях обрабатывают специальным составом, чтобы сохранить свежесть плодов во время транспортировки.
После этого гроздья укладывают таким образом, чтобы не испортился товарный вид при доставке к заказчику. Затем следует упаковка плодов в перфорированный материал, который позволяет плоду созреть в процессе транспортировки, если это предусмотрено поставщиком. Для удовлетворения потребностей каждого клиента бананы упаковываются в разных форматах, как гроздями, так и отдельными плодами. На последнем этапе проверяется вес коробки с товаром. На весь процесс от сбора урожая до упаковывания в коробку уходит всего 2-3 часа. Затем коробки складываются на поддоны для подготовки к перевозке морским транспортом. Контроль качества отслеживает каждый поддон в течение всего процесса доставки по идентификационному коду. Поддоны загружаются в транспортные контейнеры, а те в холодильные установки, после чего на судах отправляются по морю во все страны мира. Но для того, чтобы они стали спелыми и съедобными, им нужно в этом помочь. После прибытия банана в распределительный центр специалисты тщательно проверяют их, чтобы выбрать нужную скорость созревания, применяя газацию. Для этого из контейнера с бананами выбираются образцы из 6 коробок, располагающиеся в начале контейнера, середине и в конце. Специалисты оценивают качество плода и степень его созревания, чтобы правильно спланировать цикл созревания. Если у банана один цвет по всей его длине, то он созреет быстрее, чем тот, у которого разная степень зрелости на плоде. Специалист проверяет банан по нескольким характеристикам: цвет кожуры, температура мякоти, млечный сок, содержащийся в кожуре, свежесть кожуры, цвет и твердость мякоти и запах банана. У этого плода несколько степеней созревания, от зеленого до желтого с коричневыми пятнами. Все коробки с фруктами разделяют на разные партии в зависимости от степени зрелости банана в них и помещают в газационные камеры с разной температурой, в зависимости от того, насколько быстро или медленно нужно настроить созревание плодов. Сперва бананы прогреваются до плюс 18-20 градусов по Цельсию. Затем камеры заполняются смесью азота 95% и этилена 5%. Именно этилен при отсутствии кислорода запускает процесс дозревания. Влажность около 90%, температура, концентрация и поток газа контролируются специальным оборудованием. Газ подается сверху. Отдельный вытяжной вентилятор снизу создает в камере пониженное давление. Для того, чтобы созревание происходило равномерно, ящики с плодами устанавливают в камерах так, чтобы обеспечить доступ смеси азота и этилена ко всем бананам. Суточная выдержка в газовой камере запускает процесс дозревания. Затем ящики с бананами помещают в камеры с обычным воздухом, где хранятся при температуре 15-16 градусов по Цельсию от 3 до 7 суток. Перед помещением в камеру ящики укладывают особым образом, чтобы прохладный воздух имел доступ ко всем плодам. До отправления в магазины ящики плотно укладывают на поддоны и оборачивают в пленку, чтобы сохранить целостность плодов по пути на наш стол. Кстати, если вы купили зеленый банан, его можно положить в пакет с яблоками, которые выделяют этилен. Они ускоряют процесс созревания плода. Теперь немного расскажу, как из бананов делают несколько видов сухофруктов. В первом случае плоды моют, очищают от кожуры и сушат цельные фрукты двумя способами. Или помещают в сушильную камеру, или сушат на воздухе под солнцем. Но в этом случае в закрытом помещении, чтобы предотвратить попадание на сухофрукт насекомых и мелких животных.
Кстати, если меня смотрят представители мастерских, заводов, фабрик и других предприятий, то напишите мне письмо, и я сниму о вас такое же интересное видео, которое выйдет на этом канале. Во втором случае из бананов делают чипсы. Очищенные от кожуры плоды нарезают на дольки и обжаривают в растительном масле, чаще всего в пальмовом. Теперь вы точно знаете о бананах больше, чем прежде. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, как это сделано, и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был Аслан, всем пока.